Металлоискатель Quest X10 Pro – это старшая модель из линейки Quest X. Благодаря трехсоставной штанге при необходимости можно быстро отрегулировать длину штанги под свой рост. Или вообще убрать среднюю штангу. Такой вариант подойдет для детей. Таким образом мы получаем легкий и компактный металлоискатель с хорошей глубиной обнаружения. Блок управления при необходимости с помощью крестовой отвертки также можно отрегулировать под длину своего предплечья. Quest X10 Pro работает на частоте 12 кГц. Блок металлоискателя влагозащищенный, его можно погружать под воду на глубину до 3 метров. Комплектуется катушкой 9,5 дюймов эллипсной формы. Аккумулятор встроенный находится в блоке управления, заряжается через USB Type-C. Разъем для подзарядки и подключения проводных наушников находится на тыльной стороне блока. Правее от него расположен фонарик для подсветки рабочей области. Рассмотрим элементы управления и дисплей. Слева на блоке управления находятся клавиши регулировки громкости. Справа кнопка включения фонарика и подсветки дисплея. На лицевой панели находятся кнопки выбора режима поиска и регулировки настроек, кнопка включения и меню настроек, кнопка Pinpoint, кнопка баланс грунта и дисплей. Вверху над дисплеем находится шкала идентификации целей. Это подсказка для вас. Она наглядно показывает, какие цели могут находиться в данных сегментах, какие они будут иметь значение в VDI и звуковой отклик. Таким образом, мы примерно понимаем, какая цель находится у нас под катушкой. Металлоискатель Quest X10 Pro имеет 6 вариантов озвучки на выбор. 1 тон, 2 тона, 3 тона, 4 тона, 5 тонов и 6 тонов. И 10 сегментов дискриминации. Мы покажем пример на трехтональной озвучке. В первые 4 сегмента с VDI от 0 до 40 попадают все цели из черных металлов, железные, и озвучиваются низким тоном. В сегменты с VDI от 40 до 70 попадают цели из цветного металла с низкой и средней электропроводностью, например, фольга, алюминий, золото, и озвучиваются средним тоном. В сегменты с VDI от 70 до 99 попадают цели из цветных металлов с высокой электропроводностью, например, медь и крупные серебряные монеты, и озвучиваются высоким тоном. Помните, что точные позиции разрыва тона различаются в зависимости от выбранного вами режима поиска. На дисплее слева мы видим установленный уровень чувствительности. Рядом мы видим уровень заряда батареи. Правее находится установленный уровень громкости и индикатор глубины залегания цели. Состоит он из 4 сегментов. Каждый из них равен 5 см. Если при обнаружении цели горит первый сегмент, значит цель под катушкой находится на глубине 5 см. Если горит 4-й сегмент, цель находится на глубине 25 см. Данный показатель актуален для небольших целей, например, для монет, а максимальная глубина на крупные цели может достигать до 1,5 метров. Ниже на дисплее находятся режимы поиска. Quest X10 Pro имеет 4 режима поиска. Каждый из них имеет предустановленную маску дискриминации. Украшения. Используйте для замусоренных мест. Данный режим имеет самую высокую скорость восстановления, и вы легко сможете отличить цель из цветного металла от металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает мелкие цели из черного металла, железные, и не озвучивает их. Все металлы. В данном режиме маска дискриминации открыта полностью. Изменить ее самостоятельно невозможно. Режим имеет озвучку Pitch и подойдет для поиска всех целей из цветного и черного металла. Монеты. Самый стабильный режим, а скорость восстановления имеет чуть ниже, чем у режима украшения. Используйте в местах без большого скопления металлического мусора. По умолчанию маска дискриминации для этого режима отсекает от поиска все цели из черного металла и не озвучивает их. Пользовательский режим. Режим предназначен для сохранения ваших любимых настроек. Настройки режимов. Режим украшения, монеты и пользовательский режим при необходимости вы можете самостоятельно настроить под свои задачи. Для того, чтобы зайти в меню настроек, клавишами выбора режима выбираем программу, которую хотим настроить. Далее нажимаем клавишу меню настроек. Нам доступны следующие настройки. Чувствительность. Чем выше чувствительность, тем больше глубина обнаружения металлоискателя. Всегда выбирайте самый высокий уровень чувствительности, при котором металлоискатель работает стабильно. В некоторых условиях при максимальной чувствительности появляются ложные сигналы от грунта. При возникновении подобной ситуации чуть снизьте чувствительность, и они пропадут. Настройка маски дискриминации. Предустановленные маски заводских программ вы самостоятельно можете изменять под свои задачи. Для этого необходимо выбрать программу поиска и нажать клавишу меню настроек. И перемещаясь по сегментам дискриминации с помощью клавиш настройки чувствительности, вы можете исключать нежелательные цели из поиска нажатием клавиши «Выбор поиска». Те сегменты, которые исчезают со шкалы, озвучиваться не будут. Следующая настройка – выбор количества тонов от 1 до 6.
Режим «Все металлы» имеет следующие настройки. Чувствительность и громкость порогового тона. Это фоновый звук детектора, который помогает отличить цель из черного металла от полезной цветной. При обнаружении железных целей пороговый тон будет прерываться. Громкость порогового тона устанавливается так, чтобы он был чуть слышен и не был слишком громким. Отстройка от электропомех. Если вы работаете под линией электропередач или рядом с другим прибором, могут возникать помехи. При возникновении подобной ситуации зажмите клавишу «Баланс грунта» и клавишами регулировки громкости выберите один из 8 каналов, на котором металлоискатель будет работать стабильно. Настройка на грунт. Ее необходимо выполнять каждый раз перед началом поиска для эффективной и стабильной работы металлодетектора. В Quest X10 Pro есть два варианта настройки на грунт – ручная и автоматическая. Ручная настройка на грунт. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без целей. Держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см. Нажмите и удерживайте кнопку баланса грунта, и вы услышите непрерывное гудение. Непрерывно поднимайте и опускайте катушку и слушайте звуковой сигнал. Настройте баланс грунта с помощью клавиш плюс и минус, так чтобы звук исчез или был как можно тише. Баланс грунта настроен. Автоматическая настройка баланса грунта. В режиме поиска всех металлов найдите чистый участок без целей. Держите катушку параллельно над землей на расстоянии 10 см и удерживайте кнопку «Баланс грунта». Непрерывно поднимайте и опускайте катушку, пока не услышите звуковой сигнал. Баланс грунта настроен. Подсветка дисплея. Для включения подсветки дисплея нажимаем на правую боковую клавишу один раз. Для включения фонарики и подсветки рабочей области необходимо повторно нажать на эту же клавишу. Регулировка громкости. Чтобы изменить громкость, нажимайте на кнопки регулировки громкости на левой стороне блока. Quest X10 Pro имеет 6 уровней громкости. Также имеет беззвучный режим с виброотдачей, предназначенный для подводного поиска. Сброс параметров до заводских. При выключенном металлоискателе нажмите и удерживайте кнопку включения до тех пор, пока на дисплее не загорятся все символы. Отпустите кнопку включения. Настройки сброшены до заводских. Правила эффективного поиска. Очень рекомендуем по возможности вести поиск в режиме «Все металлы», то есть с полностью открытой маской дискриминации. Так у вас меньше шансов пропустить интересные находки. Для определения центра цели при обнаружении сигнала проведите катушкой несколько раз над целью. Металлоискатель издаст звуковой сигнал, когда цель будет находиться ровно по центру катушки. Развернитесь на 90 градусов и повторите проводку. На перекрестии двух прямых будет находиться центр цели. Второй способ определения центра цели – воспользоваться режимом Pinpoint. Для этого необходимо удерживать клавишу Pinpoint и сделать несколько махов над целью. По приближению катушки к цели звук будет нарастать.